Всем привет, с вами Романчес, и сегодня мы разберем мою партию против Стокфиша, сыгранную на Личес. Эта партия интересна тем, что движок играл в гамбитном стиле и ждал неточностей, а любитель играл, сильнее, чем обычно. Итак, начнем. Любитель играл за белых, начал конь f3, c6, и в результате у нас получается славянская защита. После слона f4 следует e5, сразу гамбит, жертва пешки. Вообще сильнее было сыграть здесь просто конь f6. И белые принимают эту жертву. Сильнее всего здесь побить конем. И после следует e7 и e3. Укрепляем пешку d4. Слон f5. Развиваются черные. Слон d3. Стараемся разменять активного белопольного слона. Но черные гонят нашего коня. Возвращаемся на прежнюю стоянку на f3. И следует конь a6. Сначала может показаться, что ход какой-то довольно кривой, явно не компьютерный. Фигура выходит на край доски, развивается. Но на самом деле он пытается конь запрыгнуть на b4, атаковать нашего слона. Правда, после a3 эта лавочка у нас прикрывается, и конь пока так остается на краю доски. Следует размен слонов. Сейчас это на руку белым. g5. Пешки пошли в атаку. Пытается пехота топтать слона. Обычно в жизни все бывает иначе. Отходим на g3. Слон g7 и h3. Делаем форточку по этой причине для слона. Ферзь d7. Видимо, черные у нас намерены рокировать в длинную сторону. А белый у нас встречает конь c3 и пока не определяется с рокировкой, чтобы не попасть под атаку на том или другом фланге. Следует h5. Продолжает агрессивно играть пешками Стокфиш. Тогда мы играем h4, препятствуем продвижению Стокфиша на h4 пешкой. Идея тут такая, если следует взятие у нас gh, то слон у нас на поле h4 будет отлично стоять. А в партии следовало g4, что тоже ожидаемо, захват пространства. Здесь уже слону нашему ничего не грозит и гонит коня на f3. Но он здесь стоит на самом деле и так довольно плохо, поэтому следует его перевод на g1, чтобы дальше на e2 и на f4. Теперь это поле для него будет прекрасной стоянкой, и больше пешка g4 не контролирует поле f4. Тогда и f5 здесь уже красиво у нас пешечный клин у Стокфиша. Конь e2. Следуем по тому же маршруту на f4. И следует 3 нуля. И я отвечаю тоже 3 нуля. Так вот симметрично в каком-то смысле. Но на самом деле было сильнее сыграть здесь короткую рокировку. Мог получиться примерно вот такой вот вариант. Здесь черные скидывают пешку f4, чтобы в дальнейшем разменять ферзей и избежать мощной атаки на ферзевый фланг. Мы сначала связываем коня, потенциальный регент против ладьи, ладья уходит. Теперь размен ферзей следует. После этого продолжаем пешечный штурм на ферзевом фланге и занимаем открытую линию b. В результате белые так или иначе разменяют коня на e6. Слон перейдет у нас на диагонали h2, b8. И уже грозят здесь всякие матовые угрозы после сдвоения ладей, поэтому довольно мощная атака. Но я сыграл 3 нуля, более по-человечески. Отвечает черный у нас ладья h8. И сразу подключаем коня на f4, нападаем на пешку h5. Ладья возвращается. И конница опять у нас отпрыгивает на e2. Далее черный отвечает конь c7, оживляет коня. Но это на самом деле не совсем вовремя, потому что мы играем a4 и сказывается слабость поля c5.
Ну, естественно, засчитывает b6, но теперь ослабляется поле a6. Тогда мы размениваем просто этого коня, который защищает поле a6. И у нас ферзь доблестно залетает на это поле, атакует пешку a7. И выясняется, что сейчас уже есть некоторые неприятности у черного короля из-за ослабленных полей. Отвечает стокфиш конь c8, защищает пункт a7. И далее конь f4, присматриваемся к пешке h5 и к полю g6. И после слон f6 я играю g3, наглухо цементирую королевский фланг. Король b1. Сейчас готовимся подключить к атаке ладью средством c4. И проводим c4. Следует размен. Еще и ладья сейчас подключается к атаке. Поэтому просто король b8 и ладья c1. Усиливаем нажим на пешку c6. И здесь вот стокфиш снова удивляет. И играет ферзь e7. Не защищает пешку, отдает еще одну. Вместо того, чтобы сыграть ферзь b7, это здесь ход лучший, он играет ферзь e7. Также может показаться, что здесь есть вариант защиты пешкой ладья d6, но это не проходит, так как мы играем просто d5, и пешка c6 оказывается фактически связанной. А ферзь e7 это такая небольшая псевдоловушка, которую я вам в дальнейшем покажу. Следует тогда я просто забираю пешку на c6. И следует ферзь e4 шах. Вот она, та самая псевдоловушка, двойной удар. Но очень просто. Здесь позиция защищается, просто ладья c2 и все. И стокфиш просто так отдал еще одну пешку. Ферзь e8, король a1, уходим от шахов. Здесь я вот играю d5. Это, конечно, просто человеческая глупость. Нужно было забирать на h5, и тогда и слон зависал уже. Но d5, после этого подключаем ладью на c6. И здесь стокфиш решает, что нужно разменять ферзей. Ну, я принимаю этот размен. И забираю наконец-то на h5. Это случилось. И далее у нас уже технически выигранный просто эндшпиль. Здесь связка слона. Перебрасываем конницу, ведем пешку h ферзи. Следует размен. Ну, борьба, конечно, продолжается. Стокфиш же не сдается никогда. Ведем здесь пешки аккуратно, реализуем. Здесь уже просто подавляющее преимущество. Красиво будет ладья защищена. Мега защита просто ладьи. И далее проводим ферзя. Ну а потом почему бы не провести еще одного ферзя и замотовать вот так вот двумя ферзями. И если вам понравилась моя партия против стокфиша и ждете такой формат любитель против шахматного движка, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Всем пока!